сеть были слиты характеристики RTX 5090. Nvidia готовит невероятную видеокарту, но есть несколько нюансов и почему ее стоит ждать. После анонса RTX 40 серии в сети сразу начали просачиваться слухи о новом поколении видеокарт Nvidia, но только сейчас они начали подтверждаться ранее проверенными инсайдерами. Тот же инсайдер Panzerlead, который первый подтвердил характеристики RTX 4070 и 4070 Ti, поделился возможными характеристиками RTX 5090. И вот что мы имеем. На 50% будет увеличено количество вычислительных блоков относительно 4090. Увеличение пропускной способности памяти на 52%. К тому же память будет стандарта GDDR7 с 512-битной шиной. Хотя она не обязательно будет использоваться конкретно в 5090, эта память может быть зарезервирована для будущих видеокарт Titan или будущего варианта 5090 Ti. Памяти, кстати, в новой видеокарте обещают аж 32 гигабайта. До чего ж мы дожили? Памяти больше, чем в стандартном ПК. Кстати, напишите, сколько у вас оперативной памяти и видеопамяти. Увеличение коснется объема и кэш памяти GPU на 78%, вероятно кэша L2, который будет увеличен до 128 мегабайт. Увеличение частоты на 15%, то есть около 3 ГГц мы получим. А еще будет здорово, если вы подпишетесь на наш Boosty всего за 49 рублей в месяц. А когда мы наберем 2000 платных подписчиков, мы выпустим эволюционный ролик про Windows на 1,5 часа. А это того стоит, уж поверьте. Кстати, ролики там выходят раньше и без рекламы. Поэтому будем рады каждому. Ссылочка в описании. И в общем и целом это приведет к ошеломляющей производительности. Если даже сейчас 4090 является очень мощной картой, имеющей 83 терафлопса мощи, а 5090 ожидается на 70% производительней, что путем простых вычислений выходит в 141 терафлопс. И на самом деле это выглядит невероятно. Теперь можно будет играть в нативе в 8К с трассировкой. Однако, даже если мы увидим плюс-минус 40% к производительности, то уже будет хорошо. Потому как до анонса 4090 ей тоже приписывали двухкратный прирост производительности, а в итоге он составил 50% относительно 3090. Если с 5090 будет примерно та же история, то можно ожидать реальный прирост около 40-50%, что тоже очень и очень существенно. Кстати, архитектура, на которой будут построены новые видеокарты Nvidia, будет называться Blackwell. Nvidia недавно подтвердила, что выпуск их потребительской архитектуры следующего поколения намечен на 2025 год. Чипы будут иметь нейминг GB20X, то есть GB200 самый топовый, который скорее всего не пойдет в серийное производство, далее GB202, который будет ставиться в RTX 5090, и далее по списку GB203 в 5080, GB204 в 5070, GB206 в 5060. Также ранние данные говорили о том, что топовый GPU Blackwell все еще будет монолитным, то есть для Nvidia, видимо, проще делать огромные дорогие GPU, чем пойти по пути чиплетной компоновки. Производиться новые графические процессоры будут по нормам 3 нанометра на мощностях TSMC. Ресурс Red Gaming Tech утверждает, что архитектура Blackwell будет ощутимо отличаться от предыдущих разработок Nvidia. В частности, нас ждет некая новая конфигурация блоков SM и дальнейшая оптимизация ядер RT и тензорных ядер. В прошлый раз, напомню, существенные изменения привнесла архитектура Ampere, когда на один вычислительный блок вдвое увеличилось количество блоков LU. Кстати, помните тот самый разъем питания, который плавился и горел в 40-й серии? Так вот, Nvidia его заменит. В июле обществу стало известно, что компания Nvidia усердно работает над созданием замены опасному разъему. В сети появились первые испытания разъема 12V2X6, который должен заменить проблемный кабель. Сначала специалисты Linewell провели стандартное тестирование в течение почти часа, в ходе которого было зафиксировано незначительное повышение температуры разъема всего до 46 градусов Цельсия. Затем кабель был намеренно оставлен неподключенным, что часто приводит к проблемам с плавлением. К нему была приложена чрезмерная силовая нагрузка, превышающая установленный предел в 600 Вт и составляющая более 640 Вт. Примечательно, что разъем успешно выдержал все испытания, продемонстрировав минимальное повышение температуры всего 41 градус Цельсия.
До анонса RTX 50 еще больше года, но что же Nvidia может представить еще, и есть ли у них планы на 2024 год? И сейчас мы об этом поговорим вкратце. Сразу говорю, 4090 Ti не будет. Nvidia решила отказаться от запуска этого графического ускорителя, а причина проста — отсутствие конкуренции, и поэтому нет острой необходимости в этой видеокарте. Но что насчет той же 4080 Ti или 4050 Ti? Именно их она планирует выпустить в 2024 году. 4080 Ti будет намного улучшенной версии 4080, скорее всего даже чуть урезанной 4090, а 4050 Ti будет хуже 4060 на 20%. В общем, вот такие пироги. А вы подписывайтесь на наш Boosty, чтобы видеть ролики раньше всех. К тому же там бывают эксклюзивные ролики, которые недоступны на канале. А подписка стоит всего 49 рублей в месяц. И когда мы наберем 2000 подписчиков, то я выпущу эволюцию Windows. Ну и лайк этому ролику поставьте.